Привет! Лето — это пора, когда мы можем примерить на себя разнообразные образы, от дерзких до невероятно нежных. В этот раз я предлагаю вам связать кружевной топ, который добавит вашему образу нежности и воздушности и сделает из вас принцессу. Конечно же, не обойдется и без заморочек, но мне кажется, он стоит того. Плюс мне необходима была партия к своей юбке, которую я связала прошлым летом, и поделилась с вами мастер-классом. А с вами, как всегда, Юля, вы на канале Жуэндо, и давайте приступать. Для вязания этого топика я буду использовать пряжу Yarnard Style в 50 граммах 185 метров, по составу 67% хлопка и 33% вискозы. Идеальная пряжа на лето, так как вискоза дает еще легкую прохладу. А также именно она дает такой эстетичный и невесомый блеск на пряже. Пряжа довольно-таки тоненькая, и я заказала таких 4 мотка. Кстати, из этой же пряжи я вязала юбку. Ссылка в правом верхнем углу. А вот крючок я буду использовать маленький, 1,5 мм, можно использовать 2, чтобы изделие было плотным. А перед тем, как вязать, нам нужно будет измерить наш обхват талии. Я буду измерять по нижней части ребер. Лично мой обхват составляет 70 сантиметров. А вот дальше нам нужно будет связать образец. Я уже покажу на готовом изделии. Его нужно будет связать желательно побольше, потом его постирать, либо отпарить. Также можно еще просто прогладить. Далее нам нужно будет от начала раппорта, вот здесь, как вы видите, моя галочка, начало ее, измерить количество петель в 10 сантиметрах. Полотно слегка натягивайте, чтобы на вас оно не болталось потом. И у меня здесь выходит, если посчитать по раппортам, практически 5 раппортов. Если присмотреться, здесь не хватает буквально одной петельки. Итого в 10 сантиметрах, если посмотреть по схеме, выходит 29 петель. Но на самом деле это далеко не точные подсчеты, потому что я делала подходов 6, прежде чем попала в необходимую ширину. Если честно, я думала, рехнусь и просто брошу это дело. Но я не из тех, кто сдается, и я довела дело до конца. Также забыла добавить, из обхвата по талии нам нужно будет вычесть примерно 2 сантиметра на обвязку вот этой планки. Итого, если от 70 отнять 2 сантиметра, у меня выходит 68 сантиметров талии. Считаем дальше. Берем 29 петель из 10 сантиметров, умножаем на 6,8 и получается 198 петель. Теперь их нужно проверить на то, чтобы у нас выходило четкое количество раппортов. Я беру свои 198 петель, делю на 6 петель, это количество петель в одном раппорте, и у меня выходит 33 раппорта. Получается, у меня все сходится, и я могу приступать к вязанию. Для начала берем нить от клубка, и нам нужно будет сделать первое обвитие. То есть таким образом мы как бы подготовили себе площадь для работы. Провязываем первую воздушную петлю. Первую петельку мы не затягиваем, она также будет рабочей. И дальше просто набираем цепочку из воздушных петель. В моем случае это будет 198 петель. Вероятно, в вашем случае может быть слегка другое количество петель. Их старайтесь не затягивать. Вяжите самостоятельно. Как наберете цепочку, провязываем еще одну петлю подъема. И далее, не учитывая ее, отсчитываем 1, 2 и в третью петельку провязываем столбик с одним накидом. Провязываем первые 2 петельки и вторые, снова накид, и туда же провязываем еще один столбик с одним накидом. Далее по схеме 2 воздушные петли, накид, и в то же место провязываем еще столбик с одним накидом, и туда же второй столбик с одним накидом. Готово. Теперь снова считаем 1, 2, в третью провязываем столбик без накида. Так мы зафиксировали нашу первую галочку. Делаем накид, отсчитываем 1, 2, в третью петельку провязываем первый столбик с одним накидом, затем туда же провязываем второй столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, снова накид, и все в то же место провязываем первый столбик с одним накидом и второй столбик с одним накидом.
Снова на цепочке отсчитываем 1, 2, в третью петельку провязываем столбик без накида. Но давайте еще раз повторим. Накид, отсчитываем на цепочке 1, 2, в третью петельку провязываем столбик с одним накидом, туда же провязываем второй столбик с одним накидом, затем 2 воздушные петли, накид, и все в то же место провязываем еще 2 столбика с одним накидом. И теперь снова считаем 1, 2, в третью косичку провязываем столбик без накида. Продолжайте провязывать цепочку до самого конца. А я уже провязала полностью цепочку до конца, получилось вот такое очаровательное кружево. Что мы делаем далее? Мы набираем цепочку из 5 воздушных петель. То есть 3 петельки это как столбик с одним накидом и 2 петельки как по схеме. Разворачиваем на изнаночную сторону и в центр нашей галочки в арку провязываем столбик без накида. Снова 2 воздушные петли, накид, и между галочками, прям по центру, провязываем столбик с одним накидом. Снова 2 воздушные петли, и в арку провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли, накид, и между галочками провязываем столбик с одним накидом. Снова 2 воздушные петли и присоединяем к арке столбиком без накида. Таким образом вы чередуете до конца ряда. А далее 2 наших провязанных ряда будут просто чередоваться. В лицевом ряду мы будем провязывать галочки, а вот в изнаночном ряду будем делать все то же, что мы делаем прямо сейчас. То есть чередовать столбик с одним накидом и воздушные 2 петли. Так, наша задача провязать топик на необходимую высоту, то есть до уровня под грудью. Вяжите этот узор самостоятельно. А я уже провязала часть своего топика до уровня груди, а вернее под грудью. Таких вот раппортов я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 раппортов, если считать по галочкам, и вышло у меня около 11,5 сантиметров. И закрыла все изнаночным рядом. А вот дальше нам нужно будет сделать выточки на груди, для того, чтобы добавить объема нашему топику и наши булочки поместились. Я уже примерилась и пометила маркером место, где находится центр моей груди. Напоминаю, без учета 2 сантиметров, где у нас будет планка. Лично мне слегка не повезло, потому что центр у меня вышел между раппортами, то есть на столбике, который мы провязываем по изнаночной стороне. С одной и, соответственно, с другой стороны. Все должно быть симметрично. И сейчас я вам покажу, как мы будем делать прибавки. Если что, в центре галочки тоже это получится провернуть. Ну а я покажу именно мой способ, как я тут что придумала. Ну а пока что нам нужно будет провязывать все по узору, ровно как мы вязали до этого, не доходя до маркера. А вот теперь внимательно. Я провязала последнюю галочку, подошла к маркеру, и теперь нам нужно будет вместить куда-то еще одну галочку. И я ее потом присобачу прямо по центру, в эти вот столбики. Поэтому вот эту галочку, которую я провязала, я ее буду закреплять не к столбику в центр, а перед ним в арку под 2 воздушные петельки. Так у нас поместится потом еще один столбик. Теперь нам нужно снова провязать галочку, и мы ее уже будем размещать над столбиками. Здесь все провязываем аналогично, как вязали до этого, то есть 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, и туда же в столбик провязываю еще 2 столбика с одним накидом. И теперь нам нужно его присоединить точно так же под арку из 2 воздушных петелек. Провязываем столбик без накида. А вот с этого момента рисунок восстановится. Накид и центр нашей галочки, как все и должно быть, провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и туда же 2 столбика с одним накидом. И все. Далее все вяжем
как и до этого. То есть присоединяем к столбику из предыдущего ряда и снова провязываем наши галочки друг над дружкой. И так провязывайте самостоятельно. В конце ряда, там, где у нас будет вторая чашка, здесь делаем то же самое с прибавкой. Сюда мы провязываем галочку, присоединяем под арку из 2 воздушных петель, и затем в столбик, где не должно быть ее, мы провязываем еще одну галочку, и затем все уже возвращается по рисунку. Надеюсь, я вас не запутала, а вы довязываете этот ряд самостоятельно. А после него провязываете изнаночный ряд, точно так же, как мы делали и до этого. Новый лицевой ряд. Сейчас нам снова нужно будет провязать все по узору до маркера, но единственное, смотрите, изначально мы сделали прибавку на центральном столбике, а в этом ряду уже так не получится. И здесь мы сделаем уже 2 прибавки на боковых столбиках, ровно по тому же принципу, как мы делали до этого. То есть в одном ряду мы сделаем 1 прибавку, во втором 2 прибавки. Пока довязывайте самостоятельно все по узору до этих боковых столбиков. Там я к вам и присоединюсь. Итак, я подошла к месту прибавки. Вот она моя центральная галочка, которую мы прибавили. А мы будем делать прибавку вот в эти вот столбики. Они по бокам так располагаются. И сейчас мою последнюю галочку, которую я провязала, мне нужно присоединить перед столбиком, в котором я буду делать прибавку, то есть в арку из 2 петель. Далее в сам столбик я снова провязываю 2 столбика с одним накидом, цепочку из 2 воздушных петель, снова туда же провязываю 2 столбика с одним накидом. А вот теперь нужно быть предельно внимательными. Я хочу прибавить в этом ряду только одну галочку, один раппорт, поэтому я восстановлю узор таким, как он был изначально, то есть у нас здесь были просто столбики. Я провяжу так, чтобы они здесь снова восстановились. То есть вот здесь вот галочка наша, по идее мы должны были провязать в нее тоже галочку, но я просто присоединю и провяжу здесь столбик без накида. И таким образом у нас не появится еще дополнительной галки. Снова делаем накид, и в столбик, который находился левее, мы провязываем нашу галочку. Все по классике, то есть 2 столбика с одним накидом, цепочка из 2 воздушных петель и 2 столбика с одним накидом. И его я уже присоединю под арку из 2 воздушных петель перед галочкой из предыдущего ряда. А вот теперь с этого момента мы уже возвращаемся к основному узору и провязываем каждую галочку над своим местом, то есть галочка над галочкой. Если честно, я чуть придумала, как это сделать, но как это объяснить, это вдвойне тяжелее. Давайте посмотрим на картину целиком. Вот здесь вот мы сделали прибавку, а во втором ряду мы якобы сделали 2 прибавки. Но при этом, если бы мы в эту центральную галочку провязали такую же галочку, у нас было бы на 2 раппорта больше. Но так как мы ее как бы сократили, то у нас в каждом ряду лицевом появлялся только плюс 1 раппорт. Если вам не совсем понятно, вы можете довязать этот ряд до конца по этому принципу и просто пересчитать количество раппортов. И вы тогда поймете, что мы все-таки сделали 1 прибавку, а не 2. Довязывайте ряд до конца и на второй чашке делаете точно такие же прибавки. Вернее, по 1 прибавке на каждую чашку. А после этого провязывайте изнаночный ряд самостоятельно. И также ваша задача делать прибавки до тех пор, пока вы не навяжете необходимую ширину по груди. А я провязала необходимое количество прибавок, сделала расширение на чашке. Что касается самих прибавок, я провязала 4 ряда, то есть сделала с одной стороны 4 прибавки и с другой стороны 4 прибавки. Сейчас у меня 41 раппорт. Как я поняла, что пора остановиться, я измерила грудь по самой широкой части, у меня вышло 88 сантиметров. Отняла 2 сантиметра, которые я закладывала на вывязывание планки. Итого обхват груди у меня получился 86 сантиметров.
Я взяла количество петель в 10 сантиметрах, умножила на 8,6. Полученное количество петель разделила на 6, и у меня вышло 41 раппорт. То есть получается, что из 33 раппортов, которые были изначально, у меня получился 41 раппорт за счет здесь 4 прибавок и здесь 4. А далее, чтобы не терять время, я затем провязала все полностью по рисунку, без прибавок, и таких рядов я провязала 5 штук. То есть я просто закрепила результат и провязала для того, чтобы закрыть грудь. Но это еще не все. Над грудью у нас все-таки там сантиметров поменьше. Если вы примеритесь, вы заметите, что ваши чашки просто будут лежать нахлёст, а это не прикольно. Поэтому измеряем обхват над грудью. У меня вышел 81 сантиметр. Далее отняла наши 2 сантиметра на планку, и получается 79 в обхвате. Далее высчитываем 29 петель, которые находятся в 10 сантиметрах, умножаю на 7,9, и это количество петель делю на 6, чтобы узнать количество раппортов. У меня вышло 38 раппортов, но мне это не подходит, потому что у меня изначально было нечетное количество, таким оно и должно остаться. Поэтому я возьму нечетное количество, то есть 37 раппортов. А чтобы этого добиться, в центре чашечки мы сделаем убавки до тех пор, пока не останется необходимое количество раппортов. То есть 41 минус 37 у меня выходит 4 убавки, то есть здесь 2 и здесь 2 убавки. И сейчас я покажу, как мы это будем делать. Вначале мы провязываем все полностью по узору, не довязывая чуть-чуть до центра. Я покажу два способа, как сделать убавку. Второй сложнее, но аккуратнее. Сейчас я нахожусь практически у центра своей чашки, вот у этого столбика. Галочку до убавок я уже довязала, сейчас будем делать убавку. А вот следующая галочка, куда я должна была бы провязать, я ее провязывать не буду. Мне нужно будет галочку провязать под этот столбик. Как мы это будем делать? Изначально делаем накид, далее видим галочку из предыдущего ряда, ее мы аккуратненько захватываем за петельку и также вводим крючок в центр столбика, где будет располагаться наша галочка. Провязываем их и провязываем столбик с одним накидом. Туда же, в центральный столбик именно, провязываем еще один столбик с одним накидом, делаем 2 воздушные петли и в то же место провязываем еще 2 столбика с одним накидом, то есть закрываем этот раппорт. И смотрите, вот, например, в предыдущем ряду у меня здесь 2 галочки. Я их как бы объединяю и между ними провязываю одну галочку. То есть так я сокращаю количество раппортов. Теперь нам нужно закрыть. Вот галочка из предыдущего ряда, я захватываю ее за одну петельку и затем подхожу к столбику и провязываю их вместе столбиком без накида. Так я вроде как сократила. В целом этот способ рабочий, вроде даже выглядит более-менее аккуратно, ничего не выбивается. Дальше все провязываем ровно по узору, ничего не смещается, галочка над галочкой. И прошу заметить, таким образом я сделала одну убавку. Довязывайте этот ряд до конца и не забывайте про вторую чашку. А я вам сейчас покажу еще один способ. Он еще менее понятный, но при этом ложится намного аккуратнее. Помним, я должна провязать галочку в столбик, а предыдущую галку мы пропускаем. Делаю накид, галочку пропускаю и в столбик провязываю одну часть столбика, снимаю с крючка, захватываю галочку из предыдущего ряда и протягиваю туда петлю. И закрываю это все. Так я провязала первый столбик с одним накидом. И легло просто идеально. Получается, что я галочку из предыдущего ряда ввязала в столбик. Далее в этот же столбик центральный я провязываю еще один столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и в него же закрываю первый столбик, а вот второй делаю накид, провязываю в центр
и захватываю еще вершину следующей галочки из предыдущего ряда. Протягиваю половину столбика и закрываю. А дальше все по узору привязываю его к столбику из предыдущего ряда. Я не знаю, я надеюсь, вы поймете, просто старайтесь там замедлить видео, потому что еще как-то по привычке довольно-таки быстро вяжу, но я очень старалась. Вы можете еще как-нибудь самостоятельно помудрить, посмотреть, какой вариант вам больше подходит. Может быть, вы что-то свое придумаете. Мне было бы очень интересно. Может быть, вы даже как-то смогли бы это описать в комментарии. Но я уверена, здесь вы меня просто убьете в этом месте. А я лишь прошу понять и простить. Я уже довязала лицевой и изнаночный ряд. Как вы видите, у меня появляется небольшое заужение по верхней части, для того, чтобы плотнее прилегала по верхней части, а также появился объем на груди. Также, чтобы вас не запутать, здесь я сделала одну убавку и здесь одну. И мне останется сделать еще по одной убавке. Это исходя из моих расчетов и объемов. Ну а пока нам просто нужно все провязать по узору до центра чашки, чуть-чуть не довязывая до нее. Там мы с вами и встретимся. Итак, я, можно сказать, уже у центра своей чашки. Вот здесь вот, где располагается галочка, это и есть центр. Ну и давайте посмотрим, как можно сделать убавку. В целом я буду делать то же самое, как и во втором способе. Я провязала практически полностью галочку. Вот так вот должна она у нас лечь, чтобы как бы образовать соединение и пропустить один раппорт. Один столбик из второй части у меня уже провязан, поэтому делаю накид, провязываю совсем чуть-чуть, захватываю столбик, который первый встречается у меня на пути, подхватываю нить и протягиваю ее. Так я провязала половину столбика и закрыла вторую часть. И получается, я уже сократила место, то есть сделала половину как бы убавки. А вот в галочку я провяжу просто столбик без накида, и так я уложила свою галочку провязанную. Теперь снова делаю накид. Пока что столбик я пропускаю и ввожу крючок в галочку. Подхватываю нить, провязываю половину столбика, оставляю эту петельку, захватываю вершину столбика и теперь все это вместе провязываю одной петлей. Так я довязала первый столбик. Далее по узору в центр галочки из предыдущего ряда я провязываю второй столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли и в то же место провязываю 2 столбика с одним накидом. И по классике уже присоединяю к столбику из предыдущего ряда. Далее все довязываете так, как и было, и то же самое проделываете со второй чашкой. Как вы видите, она у меня подстянулась, все выглядит довольно аккуратно и в целом не выбивается. С этими убавками крючком запара еще та, но мы справимся. Если я справилась, то вы и подавно справитесь. Итак, я провязала уже все необходимые убавки, чашечки мои выглядят аккуратно, довольно-таки подтянулись и выглядят сформированно. Напоминаю, я сделала по 2 убавки на 2 чашках. А так как мне еще расстояние позволяет, я провяжу еще один ряд по кругу по лицевой стороне без убавок, как закрепляющий, но без изнаночного ряда. Поэтому провязывайте этот ряд самостоятельно и встретимся у левой части нашего топа. А я уже провязала последний ряд. Как и говорила, остановилась у левой части топа для того, чтобы сейчас нам вывязать планку. По левой стороне мы будем располагать пуговицы, а по правой сделаем планку с отверстиями. А пока разворачиваем вязание и будем вывязывать левую планку. Как мы это будем делать? Для начала я помечу маркером первую соединительную петлю, для того, чтобы в целом знать, где у меня начало. Саму планку я буду провязывать обычными столбиками без накида. В каждую арочку я буду провязывать по 2 столбика без накида, а вот вместо соединения буду провязывать 1 столбик без накида. Дальше снова в арку 2 столбика без накида и вместо соединения 1 столбик. И так чередуем до конца ряда. Я уже провязала первый ряд, и у меня получилось 63 петли.
Теперь делаем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и здесь будем также провязывать столбики без накида в каждую петлю, захватывая 2 петельки. Таким образом вы доберете необходимое количество сантиметров, которые отнимали от основного полотна. В моем случае, я напоминаю, у меня было 2 сантиметра. Вот на такое расстояние я должна вывязать планку. В общем, вывязывайте самостоятельно, но в идеале, чтобы у вас получилось нечетное количество рядов. Я снова слегка сработала на опережение, провязала свою планку и связала я 9 рядов. Туда-обратно и закончила в самом низу. Также я уже пришила пуговки, вот такие, но на самом деле это даже не пуговицы, а стразы в обрамлении. Скажу сразу, идея это такая себе, они очень сильно цепляются, но потом, я думаю, подберу себе что-то более симпатичное. Что касается правой стороны, здесь точно так же нам нужно будет, начиная сверху, вывязать такую же планочку, как и с левой стороны, но только еще нужно будет внедрить разрезы. То есть я провяжу 4 ряда, на 5-м ряду я сделаю отверстие и закрою также 4 рядами планки. Ах да, я же не сказала, как я распределила пуговки. Так как у меня край 63 петли, а пуговки я отступала от края внизу 2 петли, а вверху 3, вернее столбика, и пришивала я шагом в 14 петель. Получается, 3 отступила, пуговку пришила, затем 13 отступила, пришила, снова 13 отступила и на 14 пришила. То есть 63 я отняла 2 и 3, получилось 60, 50. Ой, блядь. И у меня получилось 58. То есть 58 я разделила не на 5 пуговок, а на 4. И у меня получился равный шаг. И так вышло, что каждый 14 столбик я пришивала пуговки. Там делится неравно, можно где-то на 15 пришить. Ну а сейчас мы начнем вывязывать планку с правой стороны. В моем случае я провяжу 4 ряда. Затем с таким же шагом, как мы пришивали пуговки, мы будем делать отверстия. Отверстия у всех будут разные в зависимости от ширины вашей пуговицы. Вам нужно будет примеряться, ну а я покажу, как я делала это. Ну а пока начинайте самостоятельно вывязывать планку. А я уже провязала 4 ряда своей планки. Сейчас я нахожусь внизу ряда, так как начала снизу. И далее, чтобы попасть отверстиями ровно на свои пуговки, буду провязывать следующим образом. Так как внизу пуговку я отступала на 2 столбика, поэтому провязываю 2 столбика. Затем ширины пуговки моей хватает на 3 воздушные петли. На полотне отсчитываю 3 столбика и в 4 провязываю столбик без накида. Это у меня уже провязан первый, и мне нужно провязать 11 столбиков. Поэтому пошел второй столбик, третий, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Готово. Теперь снова нужно сделать отверстие. Провязываю 3 воздушные петли, отступаю 3 столбика, в 4 провязываю столбик без накида. И это уже мой первый. Дальше второй, третий, 4, 5 и так до самого конца. А я довязала уже этот ряд до конца, все уже пуговки примерила, вроде пролезли, и кажется, что вроде даже все ровненько и сошлось. И здесь осталось дело за малым. Нам останется всего лишь провязать 4 ряда, и наша планка будет завершена. Но я все-таки решила показать на всякий случай, как провязать наши отверстия. Вначале провязываем все столбики, которые мы довязывали после отверстия. Это у меня первый и второй столбик. Не знаю, как это произошло все. Далее в арку, то есть наше отверстие, так как там 3 воздушные петли, я сюда же провязываю 3 столбика без накида. А дальше все идет уже по рисунку. В каждую петельку провязываем столбик без накида. В общем, так и продолжаем вязать. Ну и как-то так теперь выглядит моя пройма. Но это еще не все. В будущем я ее все-таки чуть-чуть доработаю.
но это чисто из моих собственных желаний. Теперь мы перейдем к не менее важному, а именно к лямкам. Одну я уже связала, чтобы в целом понимать, что я буду делать. Можно было бы и оставить и без лямок, как я это сделала изначально, и прошить силиконовой лентой по верхней части топа, чтобы он не спадал. Либо пришить лямки из страз, как мне рекомендовали в моем ТГ-канале. Если что, ссылку оставлю в описании. Но у меня была цель, и я четко шла к ней. Изначально центр своей лямки я выбрала не совсем правильно, мне не понравилось. Вот в этом месте у меня центр моей чашки, а вот сюда я разместила лямку, ближе к центру. Свою лямку я начала вязать с отступом в 2 раппорта, то есть 2 галочки, и между ними начала уже вывязывать. Здесь я сделаю то же самое, отступлю 2 раппорта и начну вывязывать. Но позже я их размещу чуточку пошире, спереди и сзади. Ну а чтобы их начать вывязывать, нам нужно начать с изнаночной стороны. И также с изнаночного ряда, так как рисунок у нас будет ровно такой же, как и по всему изделию. Как вы видите, центр лямки я пометила маркером, то есть вот этот столбик, боковой его, и с другой стороны тоже сбоку я захватываю. То есть у меня будет 3 раппорта в моей лямке. Между галочками я вставляю крючок и начинаю здесь вывязывать изнаночный ряд. Вначале провязываем закрепляющую петельку, вернее выводим ее, а далее нам нужно будет набрать цепочку из 5 воздушных петель. Затем находим центр нашей галочки и провязываем столбик без накида. Далее 2 воздушные петли, накид, и между галочками провязываем столбик с одним накидом. Затем 2 воздушные петли и в центр нашей галочки провязываем столбик без накида. Снова 2 воздушные петли, накид, и между галочками провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли, в центр галочки столбик без накида, и последние 2 воздушные петли, накид, и провязываем последний столбик с одним накидом. Разворачиваем вязание на лицевую сторону, и здесь будем делать все то же самое, как и раньше. Накид, и в центр галочки из предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом, затем туда же провязываем второй столбик, 2 воздушные петли, накид, столбик с одним накидом, туда же провязываем, и еще второй столбик с одним накидом. Далее присоединяем к столбику из предыдущего ряда столбиком без накида. Ну и в общем дальше все повторяем то же самое. Лямку мы также будем вязать поворотными рядами на необходимую вам высоту. А если вы хотите точно такую же обвязку, как и у меня, то рекомендую вам провязывать нечетное количество вот этих вот галочек. Итак, я провязала всю лямку необходимой мне длины. Я провязала 25 лицевых рядов, если считать по галочкам, и закончила все изнаночным рядом. Если измерить в сантиметрах, то моя лямка выходит примерно 36 сантиметров. Теперь нам нужно будет пришить лямку к спинке, а точнее ее привязать. Я примерила топик на себя и посмотрела, где мне комфортнее всего будет привязать эту шлейку, вернее лямку. Если посчитать вот по этим раппортам, то у меня выходит на пройму 8 раппортов. То есть я начну ее пришивать вместе между 8 и 9 раппортом. Но напоминаю, вследствие я потом сокращу это количество раппортов на пройме до 6. Ну а сейчас давайте привязывать нашу лямку. Нам нужно будет ее приложить к спинке и так, чтобы мы как бы находились с изнаночной стороны, но при этом ничего не перекручиваем. Я нахожу свою помеченную галочку, и значит рядом с ней я должна буду провязать. То есть вот здесь вот, на как бы основании ее. То есть я ввожу крючок между 2 галочками и провязываю соединительный столбик. Далее я набираю 2 воздушные петли, убираю все маркеры, чтобы они мне не мешали больше, и ввожу крючок в вершинку своей галочки под арку, и точно такое же место нахожу на основании своей шлейки. Тоже в вершинку галочки провязываю вместе соединительным столбиком.
Снова 2 воздушные петли. Теперь ввожу в основание между двумя галочками на спинке. Здесь я делала соединение нитей, поэтому они у меня растягиваются. И теперь находим столбик на лямке. И точно так же связываю их вместе соединительным столбиком. Снова 2 воздушные петли, вершинка галочки по спинке и вершинка галочки по лямке. И провязываю соединительный столбик. Таким образом довязываем это до конца, и у нас все получится очень даже аккуратно. Ну и как-то так теперь выглядит мой шов. Далее нам нужно будет сделать обвязку с двух сторон наших лямок. Можно сделать обвязку точно таким же узором, как мы вязали все наше полотно, но я решила чуть-чуть помудрить и сделать слегка иначе. Находим основание нашей лямки с лицевой стороны и прям в уголочек между лямкой и основным изделием делаем первую воздушную петлю. То есть мы таким образом как бы закрепляем ниточку. Далее мы делаем накид и находим основание, то есть куда мы прикрепляли наши столбики, когда мы провязывали галочки. Если вот, например, развернуть, так будет более понятно. То есть вот сюда, где мы провязывали столбик без накида. Провязываем первый столбик с одним накидом, туда же провязываем второй столбик, затем третий столбик с одним накидом, далее цепочка из 3 воздушных петель, и в вершинку мы провязываем соединительный столбик. И таким образом мы сформировали с вами пик. Так он называется. Далее снова накид, и в то же место мы провязываем 3 столбика с одним накидом. И завершающий как раз таки третий. Теперь нужно уложить нашу вот эту вот гору. Тоже находим основание нашей галочки. Вот так, думаю, будет более понятно. И провязываем столбик без накида. Теперь снова повторяем накид, следующее основание галочки. И туда мы провязываем вначале первый столбик с одним накидом, затем второй столбик с одним накидом, третий столбик с одним накидом, цепочку из 3 воздушных петель и в вершинку провязываем соединительный столбик. И снова первый столбик с одним накидом, второй столбик с одним накидом, третий столбик с одним накидом, находим основание нашей галочки и провязываем туда столбик без накида. То есть так мы уложили как бы наш узор, наш паттерн. И таким образом ваша задача обвязывать полностью лямку до самого конца, то есть до следующего уголка, до груди. А у меня с одной стороны обвязка уже полностью готова, и сейчас то же самое нужно будет сделать и с другой стороны. Не забываем то, что обвязку делаем только по лицевой стороне, и крючок нужно будет ввести вот прямо в этот уголочек, то есть на стыке между основным полотном и лямкой. И так довязываем до следующего уголка. Там мы закончим. Но у меня уже полностью все готово по лямкам, хотя не совсем все. Кстати, если что, обвязка это не прям принципиально, то есть здесь вы выбираете, как вам хотите. Но сейчас я также решила, что по нижней части я точно такую же сделаю обвязку. То есть я начну ее обвязывать с левой планки, дальше я провяжу по кругу и затем перейду на правую планку. То есть здесь я также решила сделать обвязку для того, чтобы как бы планочка была более завершенной и будто бы вот скрывала вот эти вот расширения, когда он надет на мне. Не знаю, хорошее ли это решение, но я так решила. А вы уже самостоятельно решаете, как вам будет красивее. В общем, здесь я вас отпущу в свободное плавание, и начнете вы вот с этого уголочка. Вот здесь, там, где у меня висит ниточка. Здесь вы сделаете первый пик, и дальше все уже будет четко по рисунку, по узору у вас идти. И вернетесь на боковую планку. Обвязывайте самостоятельно.
А что касается лямок, помните, я говорила, что все-таки я их переделаю. И я их сместила чуть-чуть ближе к пройме. То есть отступила не 2 раппорта, а 3 по переду. Ну и, соответственно, сзади тоже сместила на 1 раппорт. Но ведь это еще не все. Мне не хватило этих лямок. Показалось, что он какой-то незавершенный мой топ. И я вот довязала такую бахромушку. Не знаю, как ее назвать. Мне кажется, так он выглядит воздушнее. И сейчас я покажу, как я это делала. Если честно, дней 5 я это все подбирала. Постоянно что-то у меня не сходилось и было очень некрасиво. А вот что касается нее, я начну обвязывать со спинки и также начну с изнаночной стороны. Вот с этого уголочка, а если быть точнее, от вершинки галочки. Вот так мы и будем вязать. А так как вязание будет поворотными рядами, и чтобы узор был красивым, то обязательно начинаем с изнанки. Надеюсь, сейчас вам понятно, где мы находимся. Я ввожу крючок в вершинку своей галочки по пройме и делаю первую закрепляющую петельку. Вот таким образом. Далее мне нужно будет набрать 7 воздушных петель. Я буду делать расширение, то есть чтобы получились у нас воланы, поэтому мы сейчас делаем столбик без накида вот в этот уголочек между лямкой и проймой и провязываем столбик без накида. Снова 7 воздушных петель и теперь провязываем столбик без накида в пик нашей обвязки. Вот прямо сюда. Далее снова набираем 7 воздушных петель. Находим промежуток между нашей обвязкой или между пиками и провязываем столбик без накида. Затем снова набираем цепочку из 7 воздушных петель и присоединяем к пику, то есть провязываем столбик без накида. И таким образом чередуем до конца ряда, а вернее до следующего уголка, до проймы. Когда я туда подойду, я к вам подключусь и покажу, что мы будем делать дальше. Я как раз таки уже нахожусь в конце своей лямки. У меня остался вот стык, то есть уголочек, и галочка, которую я должна буду провязать. Поэтому здесь также набираю цепочку из 7 воздушных петель и присоединяю к уголку между лямкой и торсом столбиком без накида. Затем снова 7 воздушных петель и присоединяю к галочке по пройме, то есть к точно такому же месту, как мы и начинали. Здесь также провязываю столбик без накида. Далее переходим к самой сути обвязки. То есть база у нас уже готова, теперь обвязка. Набираю цепочку из 3 воздушных петель и укладываю их между 2 галочками, то есть на стыке их в эту впадинку и провязываю столбик без накида. Далее разворачиваем на лицевую сторону и приступаем непосредственно к сути обвязки. Узор будет крайне простым. Здесь мы также будем вязать из столбиков с одним накидом. И их будем присоединять в впадинки между арками. То есть сделаем накид и между 2 арками провязываем первый столбик, затем второй столбик с одним накидом, третий столбик с одним накидом, четвертый столбик с одним накидом, пятый столбик с одним накидом. И теперь в центр арки мы провязываем столбик без накида. То есть так мы его как бы уложили на нашу арку. Далее повторяем то же самое. Накид. И между 2 арочками в центр провязываем первый столбик с одним накидом, второй столбик, затем третий столбик с одним накидом, четвертый, сейчас попаду, четвертый столбик с одним накидом и пятый столбик с одним накидом. Далее снова укладываем его на арку и провязываем столбик без накида. Дальше повторяем все ровно то же самое. Здесь ничего сложного. Просто идем и обвязываем. В конце ряда я также к вам подключусь и покажу, как мы будем
там работать. А я уже подошла к концу ряда. У меня здесь последняя арка. Я провязала уже 5 столбиков и их присоединяю к арке. Теперь точно так же нужно будет провязать 5 столбиков вот сюда вот, в вершинку своей галочки по пройме. Здесь вот точно так же провязываем 5 столбиков с одним накидом. Это уже 4 столбик и 5. И теперь нужно будет его уложить как бы по полотну, чтобы он красиво лег. Между двумя галочками по пройме я нахожу центр между ними, и нужно будет сюда провязать столбик без накида. Готово. А сейчас мы будем повторять наш первый ряд, и мы будем провязывать арки по нашей пройме. Набираем цепочку из 7 воздушных петель, разворачиваем на изнаночную сторону, и эту цепочку мы будем присоединять теперь к центру нашей обвязки, то есть в 3-й столбик. Вот сюда. Провязываем столбик без накида. Далее снова цепочка из 7 воздушных петель. Находим следующую обвязку и точно так же в 3-й столбик, то есть центральный. Можно в целом их не считать, а просто в центр куда-то провязывать. Провязываем столбик без накида. Далее снова 7 воздушных петель и снова в центр обвязки столбик без накида. Так обвязываем до самого конца. В конце я снова к вам подключусь и покажу, как это закончить. А я уже подошла к концу ряда. Я провязала последнюю арку в обвязку, то есть центр обвязки. И сейчас нужно будет сделать точно так же, как мы и начинали. То есть вот сюда вот между двумя как бы галочками, или как их назвать, провязываем 7 воздушных петель. И в основании между галочками провязываем столбик без накида. Теперь у нас все симметрично. Готово. И так постепенно мы будем сокращать количество петель по пройме, и наша обвязка со временем начнет как бы нарастать и при этом сдвигаться к центру проймы, пока полностью мы не обвяжем ее. А сейчас нам нужно будет перейти на вывязывание вот этой обвязки. Поэтому набираем 3 воздушные петли. На длину этой цепочки мы, то есть в вершинку нашей галочки, вот в эту маленькую арочку, провязываем столбик без накида. Разворачиваем на лицевую сторону и снова приступаем к вывязыванию наших столбиков с одним накидом между двумя арками. То есть делаем накид и между двумя арками провязываем первый столбик с одним накидом, второй столбик с одним накидом, третий столбик, четвертый столбик и последний 5-й столбик. И укладываем на арку. То есть в центр арки провязываем столбик без накида. Затем то же самое повторяем между двумя арками, провязываем 5 столбиков с одним накидом, присоединяем к арке и так далее до конца ряда. И там я снова покажу, как мы заканчиваем обвязку. Я как раз уже провязала этот ряд практически до конца. Вот у меня здесь последняя арка, которую я прикрепляю свои столбики. И теперь нужно будет провязать еще одну обвязку из 5 столбиков вот в этот вот сформировавшийся уголок. Сюда мы провязываем первый столбик с одним накидом, второй, третий, четвертый и последний 5-й столбик с одним накидом. И теперь на высоту этого столбика, то есть в центр арочки, в центр галочки по нашей пройме, мы провязываем столбик без накида. А я, как и говорила, пройма у меня постепенно сокращается, и все меньше и меньше становится, то есть сужается. Ну а сейчас мы в очередной раз повторяем первый ряд. То есть набираем цепочку из 7 воздушных петель, разворачиваемся на изнаночную сторону и в вершинку нашей обвязки, то есть в 3-й столбик, в центральный,
провязываем сюда вот прям столбик без накида. То есть мы как бы закрепляем нашу арочку. И дальше снова цепочка из 7 воздушных петель. И в вершинку нашей обвязки в третий столбик провязываем столбик без накида. Так чередуем до конца ряда. И следите за тем, чтобы вы заканчивали каждый раз симметрично и начинали. И в целом о самой обвязке. Вы можете сделать совсем небольшую обвязочку, то есть сделать вот такой небольшой воланчик, либо же, как и я, до самого конца провязывать. Либо даже когда вы встретитесь, полностью ваша обвязка по пройме, вы можете еще больше навязать и сделать более удлиненные рукава. И это тоже будет красиво. Это все зависит только от вашего желания. Ну и с этого момента я вас отпускаю в свободное плавание. Дальше провязывайте самостоятельно на необходимую длину. Когда я довяжу, я с вами встречусь и в целом покажу, как я это все закончу. Но если в какой-то момент вы поймете, что вы запутались, не понимаете, что там к чему прикрепить, просто отмотайте видео назад и пересмотрите. Там будет все идентично. Но я уже практически полностью сделала свою обвязку. Она, можно сказать, уже состыковалась у меня на пройме. И сейчас я сделаю уже финальную обвязку, чтобы она снова имитировала вот ту обвязку, когда мы изначально обвязывали лямки. Здесь у меня последний штрих, 3 воздушные петли, прикрепляю их между галочками, разворачиваю на лицевую часть. И здесь мы будем провязывать столбики с пиками. Как обычно делаем накид и между арками провязываем первый столбик с одним накидом, затем второй столбик с одним накидом, третий столбик с одним накидом, цепочку из 3 воздушных петель, в вершинку провязываем соединительный столбик, так мы образовали пик, и сюда же провязываем 2 столбика с одним накидом. Итого у нас выходит точно такая же обвязка из 5 столбиков, только уже с формированием пиков. Дальше все делаем абсолютно идентично. 3 столбика, формируем пик, закрываем 2 столбиками, имеется в виду с одним накидом, и присоединяем к арке. Так довязываем до конца ряда. Ну а в самом конце ряда, вот здесь у меня последний такой завершающий штрих. Я провязываю столбик без накида. И на этом все. Я закончила обвязку. Но единственный момент, вот здесь вот у меня будто бы, знаете, так пики расходятся. И я решила как бы объединить 2 рядом стоящих пика. Просто соединяю их ниточкой, один и другой пик. Ну и, соответственно, там я завяжу узелок. И так изделие будет, ну, по моему мнению, более завершенным. То есть здесь все плавненько закрывается. А вам огромнейшая благодарность за то, что посмотрели этот ролик, за то, что решились вместе со мной связать этот топик. Обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал, подписывайтесь на мой Telegram канал. Там я заранее анонсирую все свои будущие проекты. И иногда сбрасываю приколюхи. Не забывайте о том, что я уже связала много интересных и довольно-таки простых изделий, которые вы сможете в любой момент повторить. Ставьте лайк, если хотите поддержать меня в моем творчестве. А пока, пока!